Вот видите, даже за счет этой бульбочки, как много появилось у этого ростика корней. От старых бульб корни не растут никогда. Растут корни только от новых ростов. Лена, село уже ждет. Добрый день, друзья. Профессор, не мешай, пожалуйста. Сегодня продолжение рассказа о 3 маленьких орхидеях. Вся история этих орхидей собрана в плейлист. Ссылку оставляю в правом верхнем углу экрана. Я думаю, что это орхидеи анцидиум. И хочу вам показать, что получается из эксперимента, который я провожу. Мне подарили, даже не знаю, как это назвать, но кусочек орхидеи. Я разделила эту орхидею на 3 части и все 3 части посадила отдельно. Но получилось, что они разные и растут по-разному. И вот почему они по-разному растут, я вам сейчас и постараюсь рассказать. Первая часть этой маленькой орхидеи посажена в квадратный горшок, кору, немного керамзита, циафлора. Вот что получается. Сначала покажу все 3 орхидеи, потом расскажу, какая разница. Это вторая часть. Здесь есть кокосовые чипсы, торф, тоже керамзит, и где-то там есть еще немного циафлоры. И третья орхидейка. Посадка точно такая же, как у второй. Но вот в чем же разница? А разница в том, что первая орхидея посажена была с 2 бульбами. Кстати, одна бульба закопана очень глубоко в грунт, но осталась при этом жива, не гниет. У нее была вторая бульба с листьями. И в тот момент, когда мы ее сажали, была 3-я маленькая, даже не бульбочка, а маленький ростик. И вот этот ростик буквально через 2 недели дал еще одну детку или рост, или следующую бульбу. Называйте как хотите. Когда я показывала эту орхидею в прошлый раз, бульба даже не наливалась еще. Был просто рост и второй росточек. А вот сейчас за эти 2 недели вот такая налилась бульбочка. То есть орхидея стала, ну, в кавычках, конечно, но взрослой. И растит следующую бульбу. От нее есть корни. И эти корни снабжают и водой, и питательными веществами и старую бульбу, и новый ростик. Вот от нового росточка сложно там увидеть, но от нового росточка тоже появился вот там в глубине корешок. Так что все проходит по плану. В чем отличие этой орхидеи? Да, у нее тоже было 3 бульбы, но 2 из них усыхающих, а 3-я сохранилась. И вот эта 3-я бульба передает свои жизненные силы этому маленькому росточку. Вот видите, даже за счет этой бульбочки, как много
появилось у этого ростика корней. От старых бульб корни не растут никогда. Растут корни только от новых ростов. А этот росточек маленький, чахленький. И проблема только в том, что вот эти две старых бульбы, они мгновенно высохли. И не осталось вот этих питательных веществ, которые могли бы его питать. Вот он будет выживать только за счет своих сил. Даже корней у него нет. Но я очень надеюсь на то, что все-таки вот этих старых бульб хватит на то, чтобы этот росточек выжил. И вот у таких орхидей происходит так всегда. Они зависят друг от друга. То есть, если есть старые бульбы, новые растут замечательно. Эти старые передают свои питательные вещества по единому корню ризома. И снабжают молодой рост всеми питательными веществами. А когда их очень мало, то затрудняется рост молодых бульбочек. И поэтому, когда вы покупаете бульбовую орхидею, обязательно обращайте внимание на то, чтобы было не менее 3 здоровых, растущих, плотных бульб. Иначе вот таким молодым ростом приходится очень-очень туго и сложно расти. Но пока мы растем, пока все это продолжается, надеюсь, что выживут все 3 орхидеи. И все-таки мне кажется, что это анцидиум. И, может быть, мы увидим их цветение. Но вот этой первой наверняка увидим. С этими будет посложнее. Потому что один рост никогда не цветет. Если даже цветет, то очень редко. Сложно одному ростику накопить питательных веществ и для того, чтобы выпускать корни, листья, а еще и цветы. А вот этот, скорее всего, появится еще один новый ростик, и какой-то из них обязательно зацветет. Но такие орхидейки сначала наливают бульбочку, а потом выпускают вот отсюда, из-под этого листочка, с 2 сторон цветоносы. Но я не уверена, что эта бульба сможет выпустить цветонос, но все может быть. Как я поливаю такие малюсенькие орхидеи? Понятно, что в горшке корней нет. И когда мы сажали с вами их, было видно, что корни старые, здесь вообще не рабочие корни, здесь какие-то корни сохранились, но здесь было даже много корешочков у этих старых бульб. Поэтому в горшке, как таковых корней, их там нет. Корни есть только сверху. И опять же, какие корни будут питать это растение? Только верхние. Поливаю очень точечно, немного, не задевая саму бульбу. Вот видите, сразу вода уходит. Вот эти молоденькие корешки, которым нужна влага. Потому что если горшок будет все время мокрый, а там нет корней, ну в этом просто даже смысла нет. Да, такой даже маленький горшочек будет просыхать в течение месяца или 2. Вот раз в 1-2 месяца, конечно, я на 10 минут замачиваю этот горшок. Но нужно, чтобы корни подросли. Тогда это будет оправдано. А сейчас хватает вот такого маленького полива. Здесь поливаю чуть активнее, потому что корешков здесь больше, но тоже немного. Слежу за верхним грунтом. Как только верхний грунт просох, а это сейчас происходит раз в 4-5 дней, тогда делаю вот такой точечный полив. Совсем забыла вам сказать в самом начале видео, что сегодня есть сюрприз.
И сюрприз – это орхидея каменная роза. Я ее хочу отдать в добрые руки. Есть два небольших условия для получения в подарок этой орхидеи. Первое и, наверное, самое главное условие – забрать орхидею у меня из дома, потому что орхидеи я не высылаю. Но еще немаловажно первым в комментариях написать «Хочу орхидею в подарок». Я обязательно с вами свяжусь, и мы договоримся, когда вы сможете забрать эту орхидею. Орхидея цветет, и корни растущие, но посажена в керамзит, как почти все мои орхидеи. Жду ваших комментариев. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Вы спрашиваете, где Лаки и Юля? Они отдыхают. Они пенсионеры. Заслуженный отдых. Вот, Юлечка проснулся немножко. Алло. Юлечка.